Привет, это серия видеоуроков о том, как использовать искусственный интеллект в личной жизни. Конкретно в этом видео мы с вами разберемся с темой карьеры, то есть как с помощью ChatGPT можно подготовиться к собеседованию, написать успешное резюме, ну и, конечно же, спланировать свою карьеру. Поехали! Весь процесс я буду показывать на примере ChatGPT. На мой взгляд, это один из самых умных, доступных и удобных и инструментов на сегодняшний день. Значит, смотрите, я захожу на ChatGPT. Что мне необходимо сделать? Прежде чем начать вообще работать с ChatGPT, я всегда рекомендую его настроить под себя и либо под ту задачу, которую нам необходимо выполнять. В данном случае я хочу, чтобы ChatGPT стал моим либо консультантом по карьере, либо может быть работодателем, либо может быть он стал специалистом по написанию резюме, в зависимости от той задачи, которую мы перед собой ставим. Для начала давайте разберемся вот на несколько этапов, поделим. То есть я сначала хочу спланировать свою карьеру, дальше я хочу написать резюме, а третьим этапом я уже начну с ним консультироваться и, может быть, отыгрывать какие-то сценки насчет того, что ChatGPT будет моим работодателем. То есть мы спланируем резюме, то есть не резюме, а сам этап собеседования. Значит, смотрите, когда мы получаем достаточно низкого качества ответа от ChatGPT, то значит он у нас просто не настроен. Что нам необходимо сделать? Хотя бы сделать базовые настройки. Надо перейти в настрой ChatGPT и ввести, соответственно, определенные пользовательские инструкции. То есть в первый столбец мы вводим то, каким мы хотим видеть ChatGPT, то есть чтобы ChatGPT знал о нас. И во втором столбце мы бы хотели написать, какие ответы должен, соответственно, давать нам ChatGPT. Значит, я сюда ничего выдумывать не буду, я воспользуюсь своими наработками. У меня есть специальный телеграм-канал, где собрано больше 10 тысяч различных промптов, чат для общения. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Обязательно переходите, и там вся информация, как, соответственно, вступить в телеграм-канал. Значит, здесь у меня есть такой раздел «Применение ИИ в повседневной жизни». И здесь собрано больше 250 различных пользовательских инструкций на все случаи жизни. Давайте я введу слово «карьера». И сразу же увижу, в каких пользовательских инструкциях есть, соответственно, специалист по карьере. Смотрите, есть консультант, карьера-консультант и резюме-райтер. То есть человек, то есть искусственный интеллект, который специализируется именно на написании резюме. Я выбираю, соответственно, для начала карьерного консультанта. Что я делаю? Я копирую эти два столбца и ввожу их, соответственно, сюда. Что бы я хотел, чтобы ChatGPT знал обо мне. И второй столбец, как бы я хотел, чтобы ChatGPT отвечал на те вопросы, которые, соответственно, я ему буду задавать. Все промпты я использую на английском языке, потому что ChatGPT лучше понимает именно английский язык. Все, мне дополнительно здесь больше ничего вводить не нужно. То есть сейчас ChatGPT понимает, что он в данный момент специалист по карьере. И все, что мне необходимо делать, это просто задавать ему правильные вопросы. Давайте сначала придумаем легенду. Например, я диджитал-маркетолог в небольшой компании, хочу перейти на какую-то новую, может быть для себя какую-то ступень. То есть я хочу стать, может быть, маркетологом-аналитиком в крупной компании, и я бы хотел у него узнать, как я могу пройти этот путь от диджитал-маркетолога, SMM-специалиста до аналитика, маркетолога-аналитика. То есть мне необходимо для начала понять план. Какой план действий ты порекомендуешь мне для перехода в течение ближайших 6 месяцев. И он мне, соответственно, начинает отвечать. Давайте посмотрим, как он отвечает. Переход на позицию маркетолога-аналитика в крупной компании за 6 месяцев потребует четкого плана действий, включающего развитие навыков. Значит, он мне сейчас начинает рассказывать, какими навыками мне необходимо овладеть для того, чтобы перейти на ту должность, которую я хочу получить. Оценка текущих навыков и требований. Для начала мне необходимо посмотреть, какие в данный момент навыками я владею. Определите проблемы, сравнить свои текущие навыки с требованием вакансии. Выявите области, которые требуют усиления. Хорошо. Развитие ключевых навыков. Аналитические и визуальные данные. Освойте Google Analytics 4, если не владеете, изучите углубленный анализ данных. Научитесь работать с инструментами визуализации данных, каких там Power BI.
Google Data Studio, SQL, начните с основ SQL для анализа баз данных, Excel, углубите знания в области сложных функций, стратегическое мышление, читайте книги о маркетинге, стратегиях, аналитике, например. То есть он мне не просто говорит, да, какими навыками я должен овладеть, он тут же мне подсказывает, где я могу то есть как я могу это все изучать. Навыки презентации. Практикуйтесь в создании визуально привлекательных отчетов и презентаций, которые четко и лаконично передают результаты анализа. Получение практического опыта. Инициируйте проекты, предложите вести регулярную аналитику маркетинга в компании. То есть в компании, где я уже работаю, он мне говорит, как я могу внедрять некоторые элементы уже в свою повседневную жизнь для того, чтобы, да, работы у меня станет чуть больше, но зато я овладею необходимыми навыками, практическими именно. Оптимизация резюме, портфолио, но, конечно же, да, я должен в разделе навыки добавить определенные инструменты при размещении своих резюме. Портфолио. Соберите свои кейсы, анализы, визуализации отчета и представьте их на профессиональном формате. Можете использовать Google Slides, PowerPoint или собственный сайт. Нетворкинг, LinkedIn, к сожалению, у нас его нету, мы можем использовать какие-то другие инструменты. Профессиональные сообщества, поиск вакансий, подготовка к собеседованию. То есть он сейчас мне составил план необходимых действий. Даже вот смотрите, он расписал 6 месяцев на этапы для того, чтобы мы не филонили, и реально составил план усиления навыков. И первые проекты: создание портфолио, обновление резюме, нетворкинг и активный поиск работы, прохождение собеседований. То есть он мне расписал мне необходимый план. То есть я его прошу составить мне таблицу и расписать понедельно, что мне необходимо изучать и внедрять в свою жизнь, чтобы там через, предположим, 6 месяцев я нашел необходимую мне работу. И теперь он не просто мне распишет всю необходимую работу, которую мне нужно сделать, да, там по месяцам, а он детально углубляется именно понедельно, что мне необходимо делать. Например, первая неделя — основа аналитики и данных. То есть я должен изучить, пройти вводные курсы, например, вот от Schoolbox или Coursera. Основам веб-аналитики. Работа с Excel анализом, углубить навыки и сводные таблицы, Power, практические реальные данные, начало изучения SQL, то есть разработка кейсов, второй месяц. И так он не расписывает, соответственно, все 6 месяцев, которые, сколько там получается, 6 месяцев, это у нас 25-24 недели, которые мне необходимо будет потратить на весь процесс. То есть это уже похож на процесс моего прохождения, соответственно, изучения той информации, которая мне необходима. Давайте я его еще спрошу, какие навыки и инструменты должен знать маркетолог-аналитик. Составь список курсов и ресурсов для изучения. То есть мы уже не просто его спрашиваем, да, вот абстрактно, как это должно выглядеть. Мы его уже конкретно спрашиваем, что я должен знать для того, чтобы стать тем самым маркетологом-аналитиком, которым я хочу быть. И он уже попунктно рассказывает, что мне необходимо сдать. Плюс он мне кидает уже ссылки, по которым я могу перейти и начать изучать те инструменты, которые он рекомендует. То есть, смотрите, он расписал 6 элементов, которые мне необходимо знать, и добавил 6 ссылок, которые мне необходимо изучить для того, чтобы, соответственно, получить желаемую мною должность. Кроме того, что он дал ссылки на основные ресурсы, он также дал ссылки на бесплатные ресурсы. И этими материалами я, в принципе, уже могу пользоваться. Можно еще дополнительно попросить список книг, список литературы, которая мне необходима. Можно попросить список YouTube-видео, либо YouTube-каналов, где я могу бесплатно этот материал изучать. То есть у нас достаточно широкое поле для работы, для овладения теми навыками, которые нам необходимы. Уделяйте обучению 10-15 часов в неделю. То есть он понимает, что мы в данный момент работаем, у нас не так много времени. И он говорит, что за 10-15 часов в неделю вы, в принципе, сможете освоить все те материалы, все те навыки, которые мы у него просим. Хорошо, я сейчас у него также попросил создать мне пошаговый план карьерного роста. Что изучить, как получить опыт в анализе данных и как найти работу в крупной компании.
Опять же, он нам пошагово говорит, что необходимо сделать. Например, составить цели и анализы требований. Например, освоить необходимые навыки. Дальше, значит, практика и получение опыта. Опять он нам про практические, про развитие личного бренда, по подготовку работы, то есть по успешному трудоустройству. И опять, соответственно, написал нам рекомендуемый небольшой план для достижения дальнейших целей. Мне кажется, что вот таким образом, когда мы готовимся, не что приходит нам в голову, я хочу там стать таким-то специалистом. Нет, у нас есть пошаговый план, пошаговая информация о том, что нам необходимо изучить для того, чтобы продвинуться в карьерной лестнице. Мне кажется, это очень круто. Хорошо, к плану мы подготовились. Давайте предположим, что у нас прошло 4 месяца, и мы хотим опять к нему вернуться и уже составить необходимое резюме. Мы ему говорим: отлично, прошло 6 месяцев, я овладел, изучил все материалы. Составь резюме для маркетолога с 5-летним, предположим, что у нас всего 5-летний опыт работы в таргетинговой рекламе и СММ. Пример резюме для маркетолога с 5-летним опытом работы в таргетинговой рекламе и резюме. И, соответственно, он нам здесь указывает, что нам необходимо прописать в своем резюме. То есть это должна быть имя, фамилия, наш телефон, наша электронная почта. Телефон, видите, он указывает +7, значит, он понимает, что мы из России. LinkedIn, портфолио, ссылка на портфолио, да, обязательно. Профессиональная роль, опытный маркетолог с 5-летним опытом работы в области таргетированной рекламы. Предположим, да, что таргетированная реклама, значит, таргетированная реклама Facebook, Instagram, Google Ads, TikTok Ads, к сожалению, это все уже не работает на данный момент в России. SMM, разработка контент-стратегии, управление сообществом, повышение вовлечения аудитории, аналитика, Google Analytics, работа с данными, метрики и оптимизация, инструменты, Trello, Notion, Canva, профессиональный опыт. Значит, с такое-то по такое-то время я работал, разрабатывал и внедрял систему аналитики, таргетолог, то есть весь наш профессиональный опыт, связанный именно с нашей ролью. Менеджер по СММ, январь, таргетолог с января по май. Мы видим, как изменялись наши навыки, что мы делали, какие результаты получили. То есть мы здесь получаем полностью, грубо говоря, шаблон необходимого резюме, образование, бакалавр маркетинга, дополнительное образование, которым происходили сертификация, достижения, которые у нас были, сократил затраты на рекламу на 25%. Ну, конечно, он выдумал, внедрив систему анализа данных с использованием SQL, Power BI, разработка Талы провел АБ-тестирование, увеличил CTR, компания создал языки, какими мы владели, русский родной, английский, соответственно, профессиональная переписка, общение с клиентами. Это формат резюме, подчеркивает ваши ключевые навыки и достижения, делая вас привлекательным кандидатом для позиции в крупной компании. Удачи в поиске работы. Значит, здесь мы уже можем в процессе что-то дорабатывать. Например, каждый этап мы можем доработать. Например, сказать, что я маркетолог-аналитик. Хорошо. Я был маркетолог-аналитик там с июня 22 по настоящее время, и, соответственно, ввести сюда свои кейсы и рассказать о том, что мы делали, вот, например, на этой должности. Например, мы хотим узнать, у нас есть какой-нибудь кейс, например, что мы увеличили ROI рекламной кампании на 30%, снизили стоимость лида на 15%. Либо какую-то свою историю вы берете, либо одно из самых там крутых достижений, которые вы делали, берете и просите его, спрашиваете ChatGPT, как, соответственно, конкретно и четко расписать эту историю в своем резюме. И он говорит, вот таким вот образом вы можете, соответственно, расписать конкретную историю в свое резюме. Совет. Включите достижения в раздел опыта, чтобы это выглядело так. Результат вашей активной деятельности в конкретной компании или проекте. Это делает описание более контекстным и профессиональным. То есть мы каждый этап его можем спрашивать. Хорошо, я еще сделал такую-то работу. Подскажи мне, как грамотно, соответственно, это преподнести работодателю. И такие, знаете, тонкие элементы, они будут реально усиливать ваше резюме в том потоке резюме, который, соответственно, будет поступать этому работодателю.
Теперь на основе этих данных мы у него просим опять нам составить резюме для вакансии маркетолога-аналитика. То есть мы, когда видим какую-то должность, мы можем под эту должность буквально за несколько секунд, работая в одном чате, потому что чат GPT знает, соответственно, уже наши сильные навыки, знает, что мы, какую нашу цель, и он уже на основе этих данных может составить нам наше резюме под конкретную задачу. Мы даже можем полностью скидывать вакансию. Я сейчас, наверное, искать не буду вакансию, но где-нибудь мы нашли вакансию, там, соответственно, такие-то требования. Вы можете у ChatGPT тут же спросить, подходите ли вы под эти требования, и попросить его как бы адаптировать ваше резюме конкретно под эту задачу, конкретно под эту компанию, конкретно под эти требования, которые необходимы. Конечно же, желательно ничего не выдумывать, но тем не менее ChatGPT буквально вот за несколько секунд вам адаптирует ваше резюме конкретно под ту задачу, которая необходима, под ту вакансию, которая вам необходима. Также многие компании используют автоматические системы отбора кандидатов. И мы можем у ChatGPT спросить, какие ключевые слова добавить в резюме для прохождения автоматических систем отбора при подаче запроса в качестве маркетолога. И, соответственно, нам ChatGPT уже говорит, что важно использовать ключевые слова, которые соответствуют требованиям вакансий. И он нам здесь передает те ключевые слова, которые чаще всего используют компании для автоматического отбора кандидатов. Потому что у многих сейчас тоже на вооружении стоит тот же искусственный интеллект, который в автоматическом режиме просматривает десятки, сотни, тысячи резюме и отбирает кандидатов, исходя из тех ключевых слов, которые в данный момент присутствуют в резюме. И примеры, как добавить ключевые слова в резюме: вместо перечисления навыков без контекста внедряйте их в описание ваших обязанностей и достижений. Например, увеличил ROI рекламной кампании на 30% благодаря анализу данных в Google Analytics и визуализации результатов Power BI. Ну и так далее. Смотрите, конечно, лучшим способом будет изучение тех материалов, которые нам необходимы. Но иногда мы можем столкнуться с какими-то вопросами, которые нам непонятны. И можно у ChatGPT попросить, чтобы он объяснил простыми словами, например, как рассчитать ROI рекламной кампании, если у меня есть данные о затратах и доходах. То есть, когда мы сталкиваемся с какой-то задачей, которую мы никак не можем понять, мы можем попросить у ChatGPT подробно рассказать, как эту задачу решать. Смотрите, например, вот у нас задача узнать, как простыми словами рассчитать ROI рекламной кампании, если у меня есть данные о затратах и доходах. И он нам рассказывает, что есть определенная формула. Формула ROI — это доходы минус затраты, деленные на затраты, умноженные на 100%. И в качестве примера показывает нам, да, шаги для расчета ROI. Узнайте доход от рекламной кампании, узнайте затраты на рекламу, подставьте данные формул и получите, соответственно, результат. В данном примере ROI был равен 233%. Это означает, что на каждый вложенный рубль вы заработали 2 рубля 2,33 копейки рубля чистой прибыли. Если ROI больше нуля, то компания была прибыльной. Если ROI меньше нуля, то компания была убыточной. Я думаю, что вот с таким вот определением любой, даже не владеющий человек каким-то маркетинговым приемом поймет, о чем здесь идет речь. Отлично, мы с вами расписали карьерный план, мы с вами подготовили резюме. Давайте перейдем к следующему этапу. А следующий этап будет инсценировка прохождения собеседования. Можно воспользоваться этим же чатом, можно открыть новый. Я, например, хочу воспользоваться этим чатом, чтобы показать все как бы в одном окне. Я нажимаю использование голосового режима, который теперь есть в веб-версии, и задаю ChatGPT следующий запрос. Ты выступаешь в качестве HR-менеджера компании. Проведи собеседование со мной, чтобы оценить мою квалификацию на позицию маркетолога-аналитика. Задавай вопросы по порядку и начинай с представления. Теперь ChatGPT будет мне задавать вопросы. Начало собеседования. Здравствуйте, меня зовут Имя. Я представляю название компании. Сегодня я проведу с вами собеседование на позицию маркетолога-аналитика. Мы обсудим ваш опыт, навыки и подходы к аналитике и маркетингу, чтобы оценить, насколько вы подходите для этой роли. Начнем с краткого знакомства. A1. Расскажите о себе.
Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы, особенно в маркетинге и аналитике. Какие ключевые задачи вы выполняли в предыдущих проектах? 2. Ваш опыт и достижения. Можете ли вы привести пример успешной рекламной кампании, где вы увеличили ROI или снизили затраты? Какие шаги вы предпринимали? Какими инструментами вы пользуетесь для анализа данных? Например, Google Analytics, Power BI. Какой проект вы считаете своим самым большим достижением в маркетинговой аналитике? 3. Навыки анализа и работы с данными. Расскажите, как вы работаете с данными. Например, как вы собираете данные, очищаете их и анализируете. Как вы определяете ключевые метрики успеха для маркетинговой кампании? Вы использовали SQL для анализа данных. Какие запросы чаще всего пишете? Data 4. Визуализация данных. Как вы представляете результаты вашей аналитики команде или руководству? Умеете ли вы строить дашборды в Power BI или Google Data Studio? Расскажите, какие дашборды вы уже создавали. Top 5. Работа с таргетированной рекламой. Какой ваш опыт работы с платформами таргетированной рекламы Facebook Ads? То есть, смотрите, мы сейчас получили те необходимые вопросы, которые нам необходимо, с помощью которых мы можем в дальнейшем работать с ChatGPT. Соответственно, наша задача теперь можно просто подготовиться к этим вопросам и либо провести инсценировку общения, то есть сказать ему, что слушай, давай задавай вопросы по одному, и я тебе на них, соответственно, буду отвечать. И таким образом мы можем в режиме голоса подготовиться к собеседованию. Дальше спросить его: хорошо, мы сейчас провели с тобой собеседование, на сколько баллов ты бы меня оценил, какова вероятность того, что я бы прошел собеседование, ты вызвал бы меня как бы на следующий этап, либо нанял меня на работу. И таким образом мы можем не просто, да, вот как бы в теории узнать, как найти работу, как построить карьерную лестницу, как составить резюме, а именно уже в процессе работы подготовиться к собеседованию и работать, и отвечать на те вопросы, которые, скорее всего, будут возникать у работодателей в процессе собеседования. Можно также спросить, какие нестандартные вопросы, соответственно, работодатель может мне задать. И подготовиться и ответить на эти вопросы. Если мы ответили на эти вопросы, можно его также уточнить у него. Скажи мне, и вот я ответил тебе на такой вопрос так-то. Это наша инсценировка. Как бы ты мне порекомендовал ответить на эти вопросы? И он нам даст тот рекомендуемый ответ, который, на его взгляд, будет намного лучше, чем тот ответ, который мы дали. Либо над чем мне стоит поработать для того, чтобы успешнее, с большей вероятностью пройти собеседование, с большей вероятностью меня, соответственно, наняли на эту работу. И на мой взгляд, это очень круто. Обязательно переходите по ссылке под видео в мой телеграм-канал. Там больше информации о том, как внедрять искусственный интеллект в свою личную жизнь, в свой бизнес, предпринимательство, маркетинг, куда угодно. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Напишите свое мнение, как вы уже используете искусственный интеллект. Ну и, конечно же, переходите, смотрите другие мои видео, посвященные искусственному интеллекту. Пока!